Всем привет! Сегодня у нас расклад «Какая боль скрывается под твоей улыбкой» и как от нее избавиться. Если вы видите это видео, значит я еще не вернулся. Итак, давайте в долгий ящик откладывать не будем. Приходите в проживание, приходите в манифест, приходите в магический чат. И все ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. Давайте начнем наш расклад. Итак, тут вариантов нет. Первый вопрос у нас: под какой маской ты прячешь самую сильную боль? Под маской императора. Ты вот роль играешь, как будто у тебя все хорошо, все по полочкам, все нормально, ты строго собрана и знаешь, что делать. И люди такие смотрят на тебя, видят. Блин, у нее, значит, все хорошо в жизни. Ты командуешь, ты решаешь, ты держишь все в своих руках. А внутри пустота. Вот даже холод, я бы сказал. Ощущение, что тебе никто не поможет, что ты одна на всем белом свете. Ты прячешь нищету. Но не про деньги, не денежную, а вот эмоциональную нищету. Ты голодная внутри, голодная по теплу, по заботе, там, потому чтобы кто-то сказал там: давай я понесу твою сумку, да, отдохни. Но вместо этого ты надеваешь вот эту маску императора, да, надеваешь корону и становишься главной. Все на себя берешь, потому что если ты главная, да, то никто не увидит, что ты на самом деле беззащитная, что ты замерзла, что ты быть сильной устала. Все на себя берешь. Вот твоя маска — это власть. Ты командуешь, чтобы не плакать. Ты требуешь, чтобы не просить. И контролируешь ты, чтобы не чувствовать, как все внутри разваливается. И люди думают такие: она железная, она это, как ее, хлебная королева, хотел сказать, снежная королева. Они видят, что тебе ничего не нужно, что ты сама справляешься. А ты смотришь такая на них и думаешь: ну неужели никто не видит? Неужели никто не заметит, что я устала? Так никто и не замечает, потому что ты слишком хорошо эту роль играешь, потому что твоя маска, она идеальна, потому что столько лет ты ее носишь, что уже сама начала верить, что это ты и есть. Но это не ты. Ты та, которая мерзнет на холоде, да, ждет, когда кто-нибудь впустит, которая смотрит вот на закрытые двери, да, и не понимает, почему ее не пускают внутрь. Ты нуждаешься в помощи, но ты не умеешь ее просить. Твоя боль — это одиночество под властью. Ты вот этот император, царица, да, которая сидит такая на троне и умирает от голода, потому что некому принести еду. Все боятся подойти. Все думают, что тебе ничего не нужно. Понимаешь? Боль откуда взялась и когда она впервые тебя сломала? Ну, знаешь, когда тебе пришлось стать сильной. Но не потому, что ты хотела, а потому, что заставили. Ты была яркой, живой, много огня, страсти, которая заходит в комнату, и все оборачиваются. Понимаешь? И тебя за это били. Не кулаками, а вот словами, отношениями, там, игнорированием. Кто-то решил, что ты слишком много о себе думаешь, слишком выделяешься, слишком яркая для этого серого мира. И что ты научилась? Правильно защищаться. Причем постоянно, каждый день, с утра до вечера. Вокруг себя стену построила и встала на этой стене с палкой. К какому-то моменту ты уже не понимала, как жить без вот этой обороны.
Расслабиться стало невозможно, потому что в любой момент могут напасть. В любой момент кто-то захочет тебя, как сказать, смести. И ты устала. Прям до мозга костей устала. Стоять на этих стенах годами — это же ад. Это изматывает, и это высасывает из тебя всю радость. Твоя боль родилась из-за необходимости защищаться. Ты была ребенком, который должен был стать воином, причем не по своей воле, потому что мир вокруг был жестокий. И вот теперь ты взрослый, а режим вот этой обороны никуда не делся, и до сих пор стоишь на этой стене и ждешь нападения, даже когда вокруг мирно уже, даже когда никто не угрожает. И вот эта рана, она открылась, когда ты поняла, что нельзя просто так с собой быть, что за яркость наказывают, что за силу бьют. Лучше спрятаться за стеной, да, и никого не подпускать к себе. Вот ты с тех пор и прячешься. Выглядишь сильно, а чувствуешь себя, как будто в угол загнали. Что сейчас нужно сделать, чтобы эта боль наконец-то перестала тобой управлять? Если ты в проживании арканов, то это прорабатывается в шуте и в императрице. Ну а как по картам, перестань выигрывать. Вот конкретно и буквально. Ты постоянно в этой режиме битвы. Надо победить, надо быть правой, надо доказать, и каждый разговор превращается в соревнование, а спор каждый в войну. Ты проиграть не можешь, потому что это больно, потому что проигрыш — это то, чего ты боишься больше всего. А что сделать? Вот смотри, в следующий раз, когда захочешь в споре никому не нужном победить, промолчи. Дай другому выиграть. Не потому, что он прав, нет. Не потому, что ты слабый, а потому, что тебе это нахер не упало. Это сломает твой вот этот старый паттерн. Ты же всю жизнь дралась за вот это место под солнцем. Позиции свои защищал, не давала себя сковырнуть. А теперь попробуй сдаться. Не по-настоящему сдаться, а отпустить вот эту постоянную борьбу. Сказать вот, ладно, пусть будет по-твоему. И ты удивишься, что произойдет. Земля с метеоритом не столкнется, мир не рухнет, никто не съест тебя заживо. Вообще ничего страшного не случится, представляешь? Ты просто поймешь, что ты не обязана воевать, что можно жить без вот этой постоянной обороны, что большинство битв, которые ты ведешь, они вообще бессмысленны. Твоя боль управляет тобой через вот этот страх проиграть. Ты дерешься не потому, что хочешь, а потому, что ты боишься, что если ты остановишься, тебя раздавят. Честно, никто тебя не раздавит. Ты уже взрослая, ты уже сильная, тебе вообще больше не нужно доказывать свое право на существование. Вот отпусти одну битву, потом еще одну, да, потом еще. И постепенно ты просто увидишь, что жить можно без войны. Что люди вот эти вокруг, которые тебя ходят, они тебе не враги. И не надо на этой стене круглые сутки с палкой стоять. Первый шаг — это проиграть нарочно эту битву. И увидеть, что ничего страшного не произойдет. Что ты по-прежнему жива, что тебя по-прежнему любят, что ты по-прежнему ценная. Даже если ты не победила. Понимаешь?